3 зимы подряд, начиная с 1918-19 годов, Музей изящных искусств даже не топят. Текут крыши, крошится мрамор. Вся прежняя Россия, как классик сказал, слиняла в 3 дня. Города дичают. Не работает транспорт, нет электричества, водопровода, канализации, дома топят мебелью, нет продовольствия и лекарств. Замерзшие, грязные, голодные люди, как звери, выживают. Среди этого океана варварства, военного коммунизма, все же не тонут 3 островка утонченной культуры. Музей на Волхонке, коллекция Сергея Щукина в Знаменском переулке и коллекция Ивана Морозова на Причистенке. 3 островка сведут потом до 2, а потом и вовсе до 1. Жизнь возвращается при НЭПе с 21 года. Советская власть вроде признает значение мировой культуры для пролетариата. Но какое классовое воспитание могут дать картины, купленные капиталистами? Коллекции Щукина и Морозова проверяет рабоче-крестьянская инспекция, грозное ведомство большевистского контроля. Так, товарищи, давайте заносить сведения о музее в сводную таблицу. Итого, в данной экспозиции 731 произведение. Далее по разделам. Беспредметные, то есть непонятные для зрителя, хотя сюжетные. Так, и сразу процентовки. Далее. Вот. Понятные, но, так сказать, не отражающие общественных проблем. Процент посчитан 7,4. Здесь промежуточная статистика по теме труда и рабочего быта. Отдельно активно-революционные картины, отдельно безыдейные, протокольные и портреты. Вот. Так, вот. Сюда же, значит, дореволюционные и мелкобуржуазные пиши. Товарищ председатель, в разрезе, так сказать, внутренней тематики враждебных пролетариату классов, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 6 подпунктов. Была идея собрать все музеи. Пусть будет единый комбинат искусств, а над ним шефствуют рабочие какого-нибудь завода. Товарищи, факты – упрямая вещь, а они вопиют. Мелкая и средняя буржуазия представлена на 42,9% картин музея, а рабочего класса всего до 9 картинах, что в процентном соотношении составляет 2,18%. О какой прослойке партийного искусства может идти речь в данном музее? Великие коллекционеры-эмигранты о классовой оценке своих собраний не узнают. Уже в 21 году в Карлсбаде умер Иван Морозов, не дожив до 50. Могила его потеряна. Сергей Щукин был гораздо старше, но прожил гораздо дольше и упокоился в 1936 году на кладбище Монмартр. Он не застал своего внука Андре Марка. Тот вырос в роскошной квартире деда в 16-м квартале Парижа, где вдова Щукина, Надежда Афанасьевна, сохраняла уклад старого московского дома. Моя бабушка жила, как будто это 19 век. И когда я говорю о этой границе здесь, это тоже была граница между 19 и 20 века. Французские законы не признают безвозмездной национализации.
И в тяжбе с Российской Федерацией Андре Марк добивается достойной компенсации за коллекцию деда, при сохранении ее, конечно, в музеях. Я Штюкин, я чувствуюсь, на одной стороне, как Штюкин, и я стараюсь размышлять, как Штюкин. И, например, не знаю, поставить эти картины на рынок, неплохо, какие-то бабки, у всех пригодится. Но как Штюкин это не могу. С тех пор, как в 1908 году еще сам Щукин стал пускать к себе домой посетителей, у шедевров его коллекции нашлось много подражателей. Русские художественные революционеры даже приняли Щукина в свое первое объединение, знаменитый «Бубновый валет». Пока любая революционность в части, доморощенные Матиссы, Сезанны и Гогены успевают выйти на свою дорогу. Возник русский авангард. Ни на что не похожий и самый радикальный. В конце 27-го, в начале 28-го года в Москве несколько месяцев живет Альфред Барр, будущий основатель Музея современного искусства в Нью-Йорке. Здесь, в доме Сергея Щукина, и там, в доме Ивана Морозова, он видит именно такой, самый первый в мире музей современного искусства. Тогда современное в музее не собирали. Как понять, что из нынешнего ценно? Музеи, они для классики, для проверенного веками. Вот как два московских купца опередили свою эпоху. Вскоре дом Щукина заберут. В нем потом будет наркомат обороны. Военное ведомство здесь до сих пор. Обе коллекции, весь Государственный музей нового западного искусства, переуплотнив, втискивают в дом Ивана Морозова. Здесь немыслимая концентрация шедевров. Такое впервые. 20 лет у страны будет цельный художественный музей, равного которому нет во всем мире. Наискосок от Музея изящных искусств вскоре его переименуют в изобразительных, так, мол, своевременнее. Взрывают храм Христа Спасителя. На месте Исполинского собора должен стать в несколько раз больший Дворец Советов, самое гигантское здание в мире. Макет колосса, помесь древнего Египта и Рима, со статуей Ленина, задевающей рукой облака, выставляют в итальянском дворике. Дворец Советов – символ величия и мощи нашей Родины. Мол, в Музее изобразительных искусств собрано все, что было до сих пор. А теперь наступает венец творения – сталинский ампир. Во главе с вождем все Политбюро и Максим Горький, как главный деятель советской культуры, приходят в музей утверждать проект циклопической пирамиды. Разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы. Открытую рядом станцию первой линии метро, будущую Кропоткинскую, называют Дворец Советов. Это новый храм веры.
А дальше парк культуры, новый храм Прекрасного. Качели-карусели, мороженое, пиво, тир, фонтан и скульптуры. При Музее изобразительных искусств, как сокровищница античных идеалов, работает мастерская. Здесь, в подвале. Тиражируют слепки со слепков, выбирая героев древности по мускулистии, чтобы, стоя на стадионах и в парках, служили бы образцом для советских физкультурников. Первую оригинальную героиню советской античности, девушку с веслом для ЦПКО, скульптор Иван Шадр еще ваяет обнаженной. Более массовая модель Рамуальда Иотка в футболке и в трусах. Была такая игрушка «Одень куклу». Советская Венера стыдливая – это не божественная красота, а от тренировок. Вот. Еще лозунг того времени. Не трусь, надень трусы. Потому что ведь надо и показать физическое здоровье, и соблюсти общественные приличия. Вот. Ну, весло еще ей дать, чтобы он не бездельница, гребет. Пожалуйста. Красота готова к труду и обороне. В войну художественные коллекции из Москвы эвакуируют. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра. Музею нового западного искусства открыться уже не будет суждено. Всю вторую половину 40-х в стране-победительнице закручивают гайки. Одно за другим выходят постановления о чуждых явлениях в литературе, кино, театре, музыке. Найдены враги даже в биологии и языкознании. И везде утверждены новые образцы. Вот как должно быть по-советски. Как девушка с веслом, тогда самая известная скульптура, так Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле, самая известная советская картина. Ее автор, Александр Герасимов, поставлен во главе Академии художеств. Эти трое – художник Герасимов, герой Ворошилов и вождь Сталин – погромщики Государственного музея нового западного искусства. Ворошилов, как заместитель Сталина в правительстве, еще и отвечает за культуру. Герасимов приводит Ворошилова в возвращенный из эвакуации музей, понимая, на что и как среагирует маршал. Вот, Климент Ефремович, мы попросили наших музейных работников распаковать кое-какие, с позволения сказать, образцы. Вот, пожалуйста. А что, мне это даже нравится. Да, но тут-то и начинается, кстати, отход от реализма, понимаете? Или... А, вот. Полюбуйтесь. Или вот. Пожалуйста. А вот. Вот.
6 марта 1948 года выходит постановление Совета министров номер 672. Государственный музей нового западного искусства в Г. Москве содержит безыдейные, антинародные, формалистические произведения западноевропейского буржуазного искусства, закупленные московскими капиталистами в конце 19-го, начале 20-го ВВ, которые явились рассадником формалистических взглядов и низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма. Показ коллекций музея широким народным массам политически вреден и способствует распространению в советском искусстве чуждых буржуазных формалистических взглядов. Совет министров Союза СССР постановляет ликвидировать Музей нового западного искусства в Г. Москве. Председатель Совета министров Союза СССР И. Сталин. Ну а как иначе? Какими бы академиками были живописцы социалистического реализма, если бы здесь по-прежнему висели Гоген, Сезанн, Матисс, Пикассо? И квартирный вопрос тоже решили именно в великолепный дом Ивана Морозова. Вместо этих антинародных формалистов упадочной буржуазной культуры эпохи империализма вселяется Академия художеств СССР. Очень советская история. Не просто уничтожить врага, а еще и занять его жилплощадь. Самые вредные, на официальный взгляд, картины могли и вовсе уничтожить. Остальные распылить по областным галереям. Директор Пушкинского музея, скульптор Сергей Меркуров, и директор Эрмитажа, академик Иосиф Арбели, по сути, спасают коллекцию, поделив ее и убрав в хранилище. То, что покрупнее и порадикальней, отправляют в Ленинград. Там и места побольше, и от начальства подальше. На стенках прозрачного макета картины из Пушкинского цветные, из Эрмитажа черно-белые. За 70 лет, что не висят они вместе, это первое наглядное напоминание о великолепии былого единства. Ленин слушает апассионату Бетховена. Воробей. За вышиванием. Работа Локтионова. В послевоенном советском искусстве идейность смягчена сентиментальностью. Но все сходятся на том, что живопись должна более ярко отображать жизнь. Понятные картины с сюжетом, подходящие для школьных сочинений. Слева мы видим, справа художник изобразил, и даже самого вождя народов теперь пишут в румяных розовых тонах. Полотно «Утро нашей Родины». Почти весь Пушкинский музей занимает теперь выставка подарков товарищу Сталину к 70-летию, отмечаемому в 1949 году. Ирина Антонова пришла сюда работать в самом конце войны. И вдруг музея нет, спущен в подвал, а вместо всего мирового искусства презенты вождю. Вы знаете, все было занято. И второй этаж, и первый этаж. Практически все. Огромные ковры и вазы с ликом вождя. Сталин на моржовом клыке и рисовом зернышке. На поверхности рисового зерна начертано 382 печатных знака, составляющих приветствие и пожелания Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ничего смешного. Тут любовь народа и мастерство. Вместо Древней Греции и Рима свой античный бог-герой. Был такой один из самых драматических моментов в истории музея. Можно было предположить, что все-таки выставка была 3 года, даже больше немного, что она останется и навсегда. А что? 70 лет. Для кавказца совсем не старик.
При жизни Сталина выставку кто закроет? Да и можно ли думать, будто что-то изменится после смерти? Надо к этим условиям приспосабливаться. Советский писатель-классик Илья Эренбург, с молоду выходец из парижской богемы, прекрасно понимает отношения с властью. Активист прокремлевского международного движения «За мир», он вовлекает туда своего старого приятеля Пабло Пикассо. Художник приезжает на конгресс движения в социалистическую Польшу. Это все трубка. Я тебе говорил, в твоем возрасте надо, как я, курить сигареты, а не трубку. Да ладно, ладно тебе. Ну вот, готово. Уже? Готово? Так быстро? Ну, послушай, я ж тебя знаю 40 лет уже. Действительно. Ну ты просто дьявол. 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 По-русски. Черт. Дьявол. Алло? Ну пошли. Куда обедать? Обедать. Пойдем обедать. Ты знаешь, эти твои борцы за мир такие зануды. Черт. Когда в Пушкинском музее картины Пикассо запрятаны в хранилища, а в залах подарки Сталину, Эренбург придумывает способ прорвать блокаду. Надо, чтоб Пикассо прислал для Сталина, например, свою керамику. Но художник от этого размена, пусть хотя бы тарелки, если нельзя холсты, уклоняется. Пикассо только нарисует к сталинскому 70-летию плакат для французской коммунистической прессы. «Здоровья тебе, Сталин!» Плакат не знаменитый, но будет другой, легендарный. «40 лет назад Анри Матисс привел к Пикассо Сергея Щукина, и тот стал покупать картины безвестного гения в Россию. А теперь с подачи Матисса изменится судьба работ Пикассо в СССР. Белый голубь декоративной породы, ее в Европе называют миланская. 4 таких красавцев в 1947 году Анри Матисс, который держал целый птичник, подарил Пабло Пикассо. У того тоже тогда была голубятня. Миланской породы несколько взъерошенный вид, но особенности оперения. Но ведь можно считать, что это голубь мира бился с ястребами войны. Пикассо тогда живет в маленьком южном городке Валарис. Нарисовав голубя, долго добивается на литографиях прозрачного светло-серого цвета, чтобы голубь выглядел белым и легким.
Вот ведь какая неподатливая птица. Жадная, дрочливая, упрямая. А вид ангельский. Валарис Пикассо любит и дарит городу свою скульптуру «Человек с ягненком», которую потом гордо показывает Эренбургу и его жене. Пикассо к этому времени уже давно такой художник-многостаночник. Он живописец и скульптор. И в городке у него мастерская, где обжигают его керамику. И здесь он делает оттиски литографий. Ну-ка, а так посмотрим. Ну вот, совсем другое дело. Не то, что раньше. Замечательно, прекрасно. Действительно, действительно прекрасно. Эй, иди посмотри. Посмотри. Посмотри, как это смотрится на свет. Ну ты идешь? Идешь, нет? Через 2 года эту литографию выберут эмблемой Парижского конгресса, а потом и всего просоветского движения сторонников мира. Успех огромный. Голубку Пикассо знает все человечество. В СССР ее пропагандирует, конечно, Эренбург. Слышь, он что пишут-то? Пабло Пикассо. Один из видных передовых общественных деятелей наших дней. Все знают рисунки Пикассо «Голубь мира», ставшие эмблемой движения борцов за мир. Видишь, как заливается французик из Бордо. Дружка своего выгораживает. Пикассо мастер, голубь мира, шарлатан. Турмана нарисовал, 1 000 000 получил. В 50-м году Пикассо дают Международную премию мира, а с ней официальный статус прогрессивного художника. Сразу после смерти Сталина в 53-м и закрывают выставку подарков вождю, и разрешают вывозить картины Пикассо из Пушкинского музея за границу. Как всегда, сначала поставка на экспорт. А в 56-м Эренбург пробивает первую советскую персональную выставку Пикассо. К до сих пор запретным картинам из коллекций Щукина и Морозова сам художник присылает свои свежие работы из мастерской. На открытии в Пушкинский музей набивается такая толпа, что в зале не хватает места. Вот видите, вот по этим, точно по этим пунктам и поступайте. Ну? Илья Григорьевич, я боюсь, сейчас начнется давка. Надо как-то успокоить публику. Музей не место для скандала. Мы сейчас не можем открыть показал, и там еще не все готово. Илья Григорьевич, надо что-то сказать людям. А что говорится в таких случаях? У нас таких случаев еще не было. Товарищи! Микрофон. Товарищи! Товарищи! Товарищи, мы ждали этой выставки 25 лет.
Давайте подождем еще 25 минут. Самое начало хрущевской оттепели, когда все оттаивает. Художественные вкусы тоже. Я не верю, что это винтики на плечах нашу землю держат. Ирина Антонова навсегда запомнила, как в конце 50-х через итальянский дворик проходила экскурсия испуганных старшеклассниц. Войдя в зал, они были ошеломлены, увидев фигуру Давида Микеланджело. И все они, как один, подняли платочки или какие-то воротнички, вот так вот, и постарались пройти мимо него незаметно. И вот теперь у этого Давида объявляют открытой выставку Пикассо, великого и ужасного. Отзывы 1956 года. Поражает колоссальный талант. Гениальный художник. Мало назвать Пикассо растлителем. Это величайший циник нашего времени. Как мог такой навоз попасть на выставку в наш отечественный музей? А король-то голый. Нина, одна из многих. Поражает, как может коммунист так не уважать зрителя. В центр выставки 1956 года торжественно помещают, конечно, девочку на шаре из собрания Ивана Морозова. Мол, с ней-то все понятно. И сразу видно – большая живопись. Большую часть картины «Девочка на шаре» занимает мужчина на кубе. Он воплощает спокойствие и тяжелый цирковой труд. Она – движение, легкую игру. Вряд ли в мировом искусстве найдется более тонко уловленный баланс, который вот-вот сменится движением. Ничего, спрашивается, было прятать. В очереди на выставку стоят по 5 часов. В конце рабочего дня, чтобы удалить, наконец, публику из залов, просто выключают свет. Вот ведь какая идет борьба за свободу вкуса и какое-то советское интеллигентское счастье. Разрешенная фронта. Искусство, которое в СССР принадлежит народу, разделилось на то, где все как в жизни, и на искусство не для всех, про которое народ говорит: да так любой ребенок намалюет. Когда, неподготовленный к такому перевороту, осмыслению законов и задач творчества, человек подходит к картине Матисса или Пикассо, он видит это искажение, он видит эту ломку формы, привычной для него, но он ее отвергает. И первое, что приходит ему в голову, это мог бы сделать мой сын или моя дочь. А творческая интеллигенция, паломники в Пушкинский музей, именно детскость творчества и его восприятия считают новой искренностью. Эквилибристка на шаре Танечка Воронцова. В лучшей детской книжке 60-х, Денискиных рассказах Виктора Драгунского, история о первой влюбленности в юную циркачку называется
«Девочка на шаре». Оказывается, Пикассо уже может воспитывать советских пионеров, юных ленинцев отряд. Благодаря «Голубке», «Девочке на шаре», «Любительнице абсента» Пикассо в советском официальном иконостасе признанный современный западный классик, наряду с Хемингуэем и Экзюпери в литературе и Феллини, лауреатом Московского фестиваля в кино. Знаменитую фамилию «Пароль» освоит даже городской фольклор, и будет сложена дворовая песня. Все, теперь в СССР, как в остальном мире, Пикассо и большое искусство не для всех, и маскульт-ширпотреб. Остался у меня на память от тебя портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Музей выглядел каким-то немножко безответственным, как бы. Ну, чего у них тут только нет. И мумия лежит, там и Древний Египет, и античность, и такие малопочтенные, как считалось, художники, как там импрессионисты, постимпрессионисты и так далее, и так далее. Так что в этом музее что-то случалось и что-то позволялось, да? Что не позволялось в другом месте, потому что запретить было очень легко, ну, очень просто. Ничего особенного не надо было сделать, просто не разрешить. Вот. А все-таки разрешали. Из учебного собрания слепков в сокровищницу оригиналов Пушкинский при советской власти превратился быстро. Примерно 500 полотен Эрмитажа, национализированные частные коллекции и главная жемчужина – ровесница музея, половина галерей 2 московских купцов-старообрядцев. Вот здесь мы в фламандском зале, здесь картины Йорданса, Снейдерса, Рубенса. Это замечательные художественные произведения, это великие художники. У них своя правда, свое очень высокое качество. У нас очень хорошие вещи, отдельные вещи. Но по отношению к периоду, к эпохе, ко времени, это, конечно, все-таки коллекция французской живописи 19-го, начала 20 века. Коллекция Щукина и Морозова. Я имею в виду и Гогена, и Ван Гога, и Пикассо голубого периода и так далее. Старые мастера, конечно, национальное достояние. С оговорками, но признаны прогрессивные современные художники-новаторы. Но они могут быть за границей. У нас же 100% социалистический реализм. Руководители партии и правительства посетили юбилейную выставку. Они дали высокую оценку многим произведениям. Однако в залах они увидели и такие полотна. Как ни смотри, невозможно согласиться с художниками-формалистами. Один уродует человека, другой унижает его. Это главу партии и правительства Никиту Хрущева в 1962 году завели в Манеж на выставку московских художников. Третий создает что-то несусветное. Свою фабрику уродов пытался защитить перед собравшимися скульптор Эрнст Неизвестный. Громя авторов картин, Хрущев обзывал их абстракцистами, которые рисуют ослиным хвостом.
Это тот же сталинский указ о закрытии Музея нового западного искусства, и даже погрубее. У советских либералов козырь по-прежнему один. Коммунист Пикассо. Теперь ему пролоббирована Международная Ленинская премия. Лауреат артачится: в СССР художников снова преследуют, не возьму я вашу награду. Эренбург убеждает: пойми, Пабло, высшая премия авангардисту – это охранная грамота его советским собратьям. Наконец Пикассо посылает открытку приглашения. Черт встречает Эренбурга. Вилла Пикассо близ Мужена, она на заросшем тенистом участке. И Эренбург ради фотографирования эту самую непомпезную церемонию вручения Международной Ленинской премии проводит у старой стены каменной кладки. А скажи-ка, эту медаль носят на какой стороне? На левой? На левой. У нас говорят, что Ленина нужно носить у сердца. Ну, давай, вот. Хорошо, спасибо. Прекрасно. А коробочку? Да, спасибо. Спасибо большое. Езжайте. Главное, чтобы это было напечатано в ближайшем номере «Огонька». Проследите. Да, Илья Григорьевич, только я боюсь, веселые снимки не пойдут. Да все равно, какие пойдут. Главное, чтобы был напечатан. Илья Григорьевич, я про одну вещь вас хотел спросить. Ну? А правда, что товарищ Пикассо миллионер? Правда. Ну, Илья. Хорошо, очень хорошо. Спасибо. Конечно, журнал «Огонек» напечатал только серьезное фото. Веселые не прошли, а дальше-то было еще веселее. Илья, скажи-ка, вот Ленин. Ты говоришь, его нужно у сердца носить? Ну да. А ты знаешь, где мое сердце? Нет. Не знаешь, да? Нет. Смотри. Вот. Слушай, ну нельзя же так. Итак, шагом марш. Черт! Ну что делает? Шагом марш. Прекрати! Ладно, давай выпьем. Твое здоровье. Своим чередом в Музее изобразительных искусств проходит новая юбилейная выставка Пикассо к 85-летию старца. Блокбастеры культурного обмена: 100 шедевров музея Метрополитен из Нью-Йорка, сокровища гробницы Тутанхамона из Каирского музея, Джоконда из Лувра. Выставку самой знаменитой картины в мире называют не иначе как «визитом». Ее визит в нашу страну – незабываемое событие для тысяч и тысяч поклонников искусства. Посещение было организовано как непрерывно двигающаяся очередь. Такая немножко мавзолейного типа, когда не останавливаются, но проходят мимо. Ну, естественно, все немножко задерживались и смотрели на картину. И очень многие, я наблюдала, они уходили спиной назад. То есть они пятились. Потому что пока они подходили, они постепенно разглядывали картину, а потом, чтобы она осталась в памяти, они пятились и выходили спиной. Это выставка одной картины. Именно как в мавзолее, к нетленному божеству под пуленепробиваемым стеклянным футляром.
Джоконда приезжала еще в США и Японию, но в СССР высший гастрольный фурор. В очереди в Пушкинский музей нужно стоять полдня. СССР в 70-е годы уже страна сплошных дефицитов, но из бесчисленных советских очередей только эту, в Пушкинский музей, снимает советская кинохроника. Мол, ее нечего скрывать, и даже можно гордиться неизбывной тягой к духовным ценностям. В обычный день очередь в длину фасада, но если в музее громкая выставка, то очередь поворачивает в переулок и тянется до конца квартала и даже дальше. Так и сейчас осталось. В нынешней потребительской Москве за каким товаром или услугой поедут, твердо зная, что для начала нужно будет с полчасика подождать в очереди. И, конечно, в этих очередях стоит невыездная страна. Люди, которые знают, что в Париже они никогда не побывают, в Лувр не попадут и Джоконду по месту прописки не увидят. Это сейчас люди приходят и говорят: Давид, я его видел. Тогда это было совсем по-другому. Вы знаете, когда я в 1956 году первый раз оказалась в Италии, меня просто взяла Академия художеств, как человека, знающего итальянский язык и итальянское искусство, то я, уезжая из каждого города, из Венеции, Флоренции, я просто рыдала, потому что я точно знала, что никогда больше я там не окажусь. Для меня это было очевидно. Вот один раз выпал такой шанс, и все, и он последний. С 70-х годов у Пушкинского музея репутация исключительного ньюсмейкера. Здесь все время показывают такое, чего не должен пропускать ни один человек, считающий себя культурным. А еще только в Музее мирового искусства поневоле стихает советская пропаганда. В здешних залах Запад не враг и даже не соперник. А Франция с ее богатой культурой и влиятельной компартией почти братская страна. Здание Центрального комитета Коммунистической партии Франции в Париже в форме развивающегося флага. Проект великого архитектора 20 века Оскара Немейера. Он тоже был лауреатом Международной Ленинской премии. Большую часть столетия на Западе, особенно во Франции, понятия интеллектуал, современный художник, вообще деятель искусств означали левый, если не коммунист, то сочувствующий коммунистической партии, большой друг Советского Союза. Чуть ли не все главные европейские авангардисты имели русских возлюбленных. Ольга Хохлова, жена Пикассо. Елена Дьяконова, Гала, жена Сальвадора Дали. Лидия Делекторская, модель и секретарь Анри Матисса. Их не считали антисоветскими мигрантками, даже гордились, мол, кем бы были эти гении без наших муз. Вдова знаменитого французского художника-коммуниста Фернана Леже, Надежда Леже-Ходосевич, приезжая в Москву, смело клеймила советскую официальную живопись. Одна с таким искренним возмущением говорила, скажем, о недалекости наших академиков, Академии художеств, которые не понимают, что такое современность, которые там где-то там тащатся в плену каких-то старых, устаревших идей, представлений и так далее. И она была убеждена, что она несет правильное такое авангардное, современное понимание задач искусства. Сама способная художница Надя Леже выполнила эти мозаичные портреты своей подруги, министра культуры СССР Екатерины Фурцевой и самого генсека Брежнева. Мозаика по тем временам все-таки чересчур смела.
и портреты поместили в хранилище. Благодаря Наде Леже Ирина Антонова поехала в гости к последнему живому классику мирового и русского авангарда – к Марку Шагалу в городок Сан-Поль-де-Ванс на юге Франции. Вошел и посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: я похож на клоуна. Это было так неожиданно. Но вы знаете, действительно, он был похож на клоуна в этот момент, когда он говорил. А вскоре эмигрант Шагал смог единственный раз приехать на родину. В московской программе визита, конечно, музей изобразительных искусств. Ирина! Ваш клоун приехал! Очень рада. Очень рада, Марк Захарович. Я рад. Какой дворец? Это дворец. Замечательно. Сколько лет я здесь не был? 60. Боже. Да. Пойдем. Марк Захарович Шагал. Марк Захарович, это Екатерина Алексеевна, министр культуры СССР. Очень приятно. Очень приятно. А я как рада. Что ж вы уехали, Марк Захарович? Сейчас были бы народный художник СССР. Клоун! Клоун! Прошу. Самое ценное для Шагала в Пушкинском музее – Анри Матисс, родоначальник всего нового искусства. Прилететь из Франции, чтобы в России смотреть лучшие собрания французского классика. Когда я ему сказала, что у нас очень хорошие рисунки Матисса, причем большие, настоящие, крупные рисунки, вот, он сказал: я очень хочу их посмотреть. И вот в этот кабинет мы привели Марка Захаровича. Он сидел на этом стуле, вот на этих стульях, и он внимательно смотрел, комментировал, говорил. Он восхищался, конечно, этой совершенно поразительной линией Матисса, ее певучестью, ее... Это поразительно, как одним каким-то движением Матисс выражал и характер, и красоту, и позу, и движение. Однако устроить в Пушкинском музее прижизненную выставку Шагала не удалось. А единственное в советской прессе прощальное слово Ирины Антоновой в литературной газете: ушел из жизни мастер, ироничный и добрый сказочник, веселый клоун с грустными синими глазами. Вызвало недоумение Министерства культуры. Как можно писать, что Шагал был русским художником? Великий пианист Святослав Рихтер, основатель музыкального фестиваля «Декабрьские вечера» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Он жил в этом доме на 16-м этаже. И огромный новый рояль, подарок фирмы «Ямаха», не смогли поднять ни по лестнице, ни лифтом. Рихтер передал инструмент в музей. Рояль не без труда внесли в итальянский дворик. Каждый год, уже больше 30 лет, в Пушкинском музее музыкально-изобразительный фестиваль.
концертная программа и художественная выставка. Пары очень разные, как уж Ришат Рихтер, а с 1997 года фестивалем руководит Юрий Башмет, и музей. Рембрандта мы представили афортом, а Бетховена камерными произведениями, трио, квартетами и так далее. И вы знаете, получилось созвучие. Поразительно было это. Или, например, 20 век, музыка 20 века. Крупные композиторы: Стравинский, Бриттен, Шостакович, Прокофьев. И книжная графика Матисса. А где же наш маэстро? Японская телесъемка декабрьских вечеров 1983 года. Играли романтиков. 3 ша, как говорил Рихтер: Шуберт, Шуман, Шопен. Неожиданно маэстро предложил Антоновой переворачивать ему ноты. Директор музея было разволновалась, но справилась, и вышло как-то совсем по-домашнему. Ничто не предвещало этой возможности. И вдруг он говорит: вы знаете что, вот на Блюменштук я хотел бы, чтобы вы мне помогли с нотами. Мы исполняем Блюменштук. Хорошо. Я думаю, что он хотел меня напугать. Он добился полностью этого, но сопротивляться было нельзя. Надо было это сделать. Свое современное искусство, такое как в мире, до конца советской власти останется запретным. Бульдозерная выставка. Московские авангардисты решили показать свои работы хотя бы на пустыре. Власти сделали вид, что там идет воскресник, и, мол, его участники, увидев антинародную почкотню, по-рабочему расправились с богемой. В Пушкинском музее тогда же устраивают выставку «Европейский портрет». На ней вместе с западными впервые русские художники. Правда, только дореволюционные. Но ведь было же время, когда искусство границ не знало, и наши творцы дышали одним воздухом с остальным миром. И вот, скажем, соотношение портрета Ренуара Жанны Самари, одного из лучших портретов этого замечательного мастера. Ну, мы долго думали, как бы мы могли его показать, в каком контексте. И, в общем-то, вот решили, что вот для меня, скажем, самый крупный художник этого периода всего отечественного искусства – это Валентин Серов. Ну вот «Девочка с персиками». Само настроение и впечатление от этого образа, оно юношеского, оно где-то сродни вот этой юной прелести, этой дивной Жанны Самари. А через 10 лет уже и советский период, и вообще вся культура ведут диалог с Западом на выставке с парным названием, будто пароль: «Париж, Москва». И отзыв: «Москва, Париж». Колоссальную панораму сначала показывают во Франции, в парижском центре Помпиду. Какое подходящее название! Столица Франции – Париж. В аэропорту Орли торжественно встречали прибывшего с официальным визитом по приглашению президента Французской республики Жоржа Помпиду и французского правительства, генерального секретаря ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.
При президенте Жорже Помпиду Брежнев первый раз приезжал с визитом в Париж. Вот они, особые отношения с Францией. Где бы еще на Западе советского генсека так встречали? Жорж Помпиду, в общем, ровесник Пушкинского музея, 1911 года рождения. Этот центр современного искусства Помпиду основал, как только стал президентом Франции в 1969 году. Вот его портрет. Искусство должно спорить, должно противоречить, должно протестовать. Ничего похожего на советские установки о партийности искусства и верности социалистическому реализму. Здесь в 1979 году проходит самая первая глобальная выставка о духовных связях двух держав – Париж, Москва. Великие французские художники из коллекций Щукина и Морозова, каких и во Франции-то нет. Их русские собратья и русский авангард, самый смелый в мире. Работы, которые в СССР десятилетиями не выставлялись и от которых французы теперь в восторге. Очень непростой вопрос. А какой советский музей такую выставку показывать будет? Сталинский парадный реализм уже выглядит пародией, но он по-прежнему официальный стиль. В 1981 году, когда привозят «Москва-Париж», академик Налбандян пишет картину на 26-м съезде КПСС. Такие полотна на полном серьезе поступают тогда в Третьяковскую галерею как современное искусство. И что? Там же повесить «Москва-Париж»? Естественно, стал вопрос о том, что выставка могла быть расположена в Третьяковской галерее. Ну, тогда вот директор, вообще-то говоря, очень симпатичный человек, но точно знавший, что он должен делать и чего он не должен делать. Он сказал, что этой выставки в Третьяковке не будет, что она могла бы состояться только через его труп. Вот. Ну, потом выступал представитель Академии художеств, они также отказались. Ну, и поскольку я принимала участие, мне пришлось все-таки сказать, что мы выставку примем и что трупы не понадобятся. Культурная жизнь двух столиц, Москвы и Парижа, в течение первых 30 лет представлена в разнообразной многоплановой экспозиции совместной советско-французской выставки в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Советские идеологи требовали баланса, чтоб родимый реализм хоть как-то уравновешивал чуждый авангард. Но крен все равно заметный. Возвращены Кандинский, Филонов, Татлин. Снова поражает, возмущает «Черный квадрат» Малевича. Его 40 лет не показывали. Слух «Там такое разрешили» и сам девиз поверх барьеров «Москва, Париж» собирает огромные толпы. В последний день на выставку приезжает глава партии и государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев посетил выставку «Москва-Париж», развернутую в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Антонову накануне инструктировали: хотя бы не показывайте товарищу Брежневу эти беспредметные композиции Кандинского. Ну, мне давались рекомендации там пройти мимо, но я сказала, что пройти невозможно. Мы просто упираемся носом в эти вещи. Ну как, я их не покажу, большие, огромные картины. Товарища Брежнева сопровождали... Оправдание могло быть одно – это революционное искусство. Революция ломает весь прежний мир. Большие художники, заранее чувствуя эти подземные толчки, они меняют язык живописи. Вот, распадаются привычные пластические формы. А далее, Леонид Ильич, работа Павла Филонова. Да. В экспозиции выставки... Экскурсия заканчивается в Белом зале, где раздел монументальной пропаганды. Там картина Александра Герасимова, да, того самого, «Ленин на трибуне». Наверное, это была единственная вещь, которую он знал до того, как он пришел к нам в музей. Но это всегда доставляет радость – увидеть знакомые. Пожалуй, я присяду.
Полюбуюсь. Ему даже стул мы поставили, потому что он захотел сесть перед картиной. Какая хорошая выставка. Леонид Ильич Брежнев отметил, что эта выставка, а также аналогичная выставка, организованная в Париже, содействует укреплению традиционной дружбы между Советским Союзом и Францией. Петр Леонидович. Да, Леонид Ильич. Чувствуется, Министерство культуры поработало. Это очень важно в плане наших отношений с Францией. До свидания, товарищи. До свидания. Елена Александровна, все прошло просто прекрасно. Спасибо. Но я тоже поеду. Петр Нилович, но у меня к вам, как к министру культуры, очень важный вопрос. Слушаю вас. Я просто сказала, что у нас имеется единственная, собственно, абстрактная картина в нашей коллекции. Картина Кандинского. И мне бы очень хотелось ее показать. Он немножко помолчал и сказал: ну что же, на ваше усмотрение. Это, конечно, означает и под вашу ответственность. Но все, запретного искусства больше не будет. Русский авангард реабилитирован и скоро станет национальной гордостью. И из отечественной культуры его дороже всего оценят мировые аукционы. 1,150,000. Будто круг описав, все возвращается одно за другим. В перестройку, когда в части «Общественная инициатива» воздадут должное Ивану Цветаеву, учредителю музея без указа государства. Перестанут стесняться происхождения средств на музей от богача-капиталиста Юрия Нечаева-Мальцова. Признают заслуги великих частных коллекционеров Ивана Морозова и Сергея Щукина, оставивших стране свои драгоценные собрания. Про расширение будущего музея речь зашла, когда еще только утвердили проект главного здания. Успехов вашему начинанию. Серж? Ну что, Роман Иванович, раз теперь вся Колымажная площадь наша, то не отодвинут ли нам фасад сажений на 15? Ежели лет через 50 музей переполнится, по бокам можно вытянуть одноэтажные корпуса в греческом стиле. Да, узкие галереи с верхним освещением не нарушают цельности фасада. Мы можем оставить для будущего строительства лишь место. И чем больше, тем лучше. Таким образом, тут явится цельный музейный городок. Именно через 50 лет музей и впрямь переполнится и в 1961 году получит второе здание по соседству с главным. Потом еще и еще с 3 сторон. А про превращение квартала на Волхонке в цельный музейный городок заговорят к 100-летнему юбилею. Но видите ли, музейный городок, так сказать, первоначальные импульсы для его развития – это все-таки чудовищный дефицит площадей. Не только для картин, прежде всего для зрителей. Есть такое понятие «зрительское пространство».
Проект городка готовило бюро мировой архитектурной звезды сэра Нормана Фостера. But really, it's a cultural quarter. And what we're proposing to do is to connect the existing buildings together at the lower level and also create a complex of new buildings that will, as a master plan, bring a development which at the moment is handling something like 1 million visitors a year to 5 million over the period up till 2017. As we know right now, it's very important. Музейным пространством, кроме залов, тогда могут стать подземный вестибюль, соединенный со станцией метро Кропоткинская, пешеходные зоны между зданиями, киноконцертный зал и лектории, кафе, гвоздь проекта – выставочный центр. Главное место для московских гастролей мирового искусства. Нам нужно настоящее выставочное большое пространство. Вот сейчас осенью прошлого года, это часто так бывает, у нас одновременно было 7 выставок. 7. Где их располагать? У нас нет места для этого. Вот он придумал, как мне кажется, очень интересный проект. На участке под выставочный центр «Пятилистник» сейчас бензоколонка, которую предполагают перенести. Заправка ведомственная. Кроме редкого спецтранспорта, никто ею не пользуется. У меня действительно кончился бензин. Они сказали, не-не-не. Я сказала, я директор музея. Нет, нельзя. Я так уехала ни с чем. Неожиданная преемственность. Фостер свой «Пятилистник» спроектировал прозрачным. Вообще его прославили застекленные конструкции, с применения которых, дерзкого по тем временам, начинался музей. Shukov, I think, is one of my heroes as an engineer. And we're particularly fortunate on this project to have this incredible roof, which he engineered, and which is very much a part of the signature of the building. Some of these buildings here you can see are very much about translucency, are about transparency. They're about creating spaces with natural light. В 1912 году, об этом не думали, конечно, но вышло, что в России ни до, ни после такого здания в таком месте под музей не строили. С 10-х годов собрание слепков и роскошная египетская коллекция, с 20-х картинная галерея, с 50-х московский правопреемник Государственного музея нового западного искусства, с 60-х самая активная в стране выставочная политика, с 80-х разрастание до музейного городка. Форпост мирового духа в 2 шагах от Кремля. Дочь основателя музея Ивана Цветаева, великая поэтесса Марина Цветаева, первой изрекла истину. А стоять этому музею, сколько стоять в Москве.